Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, у нас сегодня с вами опять наша любимая Инна. Мы ей сегодня будем делать коррекцию и ремонтировать поломанный палец. Обратите внимание, ноготочки у нас были довольно-таки длинные, Инна куда-то ими впилялась, и на среднем пальчике, прям по ногтевому ложу, прям по живому мясушку у нас пошла красивая, потрясающая трещина. И теперь наша основная задача справиться с этим ноготочком так, чтобы по минимуму сделать неприятно нашей клиентке. Хотя чем мы так стараемся? Главное, она нам неприятно каждый раз выбором своего дизайна делает, а мы тут вот это вот пытаемся все выпилить, чтобы ей было не больненько. Эх, в этом и состоит боль мастера. В общем, выпиливаем нашу трещину. Обратите внимание, придерживаем кончик ногтя, потому что именно из-за движений кончика и создаются болевые ощущения, когда трещина наша раскрывается, она хлюпает, что-то с ней происходит. Поэтому максимально держим кончик, чтобы он никуда не прыгал. Фрезой убираем материал, чтобы выпилить отслоечку, которая образовалась. Ну и, собственно говоря, форму этому ногтю мы будем придавать уже после выкладки нового материала, когда мы трещину новым материалом зафиксируем. Там, где немножечко побаиваемся фрезой, допиливаемся пилкой. Опять же, обратите внимание на мой указательный пальчик. Я постоянно придерживаю кончик ноготка. После того, как у нас выпилена отслойка, мы отодвигаем кутикулу, убираем триги, наносим праймер, базовый гель, все как положено, и выкладываем новый материал. Сегодня будем работать гелем средней вязкости, накладываем, и вот здесь еще один нюанс, не выкладываем сразу толстый слой. У нас чистый пустой ноготочек, поэтому на нем гель будет очень сильно печь. Если мы выложим прям огромный слой материала, клиентке будет не очень комфортно. Поэтому сначала выкладываем один слой, а вторым слоем уже докладываем ту толщину, которая нам необходима. Поскольку ноготочек у нас изначально широкенький, мы не заужали его на первом опиле, плюс еще дополнительно стекший на бока материал дают нам хорошую ширину ногтя, которую мы убираем при помощи фрезера. Это явно лишний материал, который нам совершенно не нужен. Ну а далее пилочкой уже допиливаемся на чистовую. У нас получаются красивые, аккуратненькие ноготки. Конечно же, в этой коррекции, как обычно, сложности. Мы поднимали ногти вверх. Мы дополнительно делали арочку, потому что в прошлый раз мы ей сделали классические миндали, в этот раз мы решили сделать современные.
Поэтому, чтобы выпилить арочку, переворачиваем ручку и фрезой стараемся максимально аккуратненько. Клиент подпрыгивает только тогда, когда горячая фреза касается его пальчика, поэтому аккуратненько выпиливаем, остужаем фрезу, ну и, собственно говоря, наши ногти готовы. Теперь же нам осталось покрытие и дизайн, на котором опять мы с Инной чуть не поубивали друг друга. Процесс создания этого дизайна вы видели у меня в инстаграме в прямом эфире. У нас здесь будут красивенькие тоненькие линии. И, кстати, сейчас в условиях карантина, в условиях паники, повышения цен и тому подобного, предлагаю вам заняться своим обучением. Появилось много свободного времени. Ну, а поскольку мы панике не поддаемся, то у нас еще и не повышение цен, а наоборот скидки на курсы 50%. Поэтому как раз самое время приобрести онлайн-курс, не выходя из дома его отработать, получить удовольствие, научиться чему-нибудь новенькому и после окончания всей ситуации уже приступать к работе. Мы же тем временем вырисовываем черное кружево на наших безымянных пальчиках.
Добавляем немножечко стразинок, и наш дизайн готов. Вот такие ноготочки у нас получились. Мы остались довольны. Надеюсь, довольны и вы. Встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!